Всем привет, это Денис Вебер. Идут годы, а конструктор Лего все так же притягивает к себе, как и много лет назад в далеком детстве. На YouTube есть целые каналы, где взрослые дядьки всерьез обозревают новые наборы Лего и рассказывают, какие из них больше всего подходят для игр. Наверное, никто не скажет, в чем успех такой, на первый взгляд, простой игрушки, но в компании точно работают люди, которые полностью отдают себя своей работе. Некоторые модели с игрушечными, но по-своему работающими двигателями и коробками передач выглядят как чудо инженерной мысли. И даже далеких от игрушек людей такой конструктор может привести в настоящий восторг. Давным-давно, даже страшно вспоминать когда, я уже создавал в Blender такую модель Лего. Вы можете посмотреть тот ролик по ссылке в верхнем углу. Для сборки конструктора на компьютере существует несколько программ. В них можно собрать что угодно и с каким угодно количеством деталей, но они не дают вообще никакой свободы творчества. А кроме создания модели, я, конечно же, хотел ее еще и анимировать. И вот спустя время я снова загорелся идеей создания анимации с Лего. Долго выбирать набор для моделирования не пришлось, я просто остановился на том, какой бы сам хотел купить. Этим набором стал Ford Mustang Shelby GT500. Лего-машина настолько похожа на оригинальную машину, что даже при первом взгляде на собранную модельку сразу понимаешь, что это за марка и модель. Shelby точно мощная машина, и даже на обложке коробки она изображена на гоночной трассе. Поэтому я подумал, что будет круто создать для нее анимацию погони. А так как гонять с собой ей будет не так интересно, я добавлю ей соперника. Что из этого всего получилось, вы сможете увидеть уже ближе к концу видео. И не забудьте подписаться на Poly Road, чтобы ничего не пропустить. В наборе 544 детали, часть из которых, слава богу, повторяются. Но мне все равно нужно было создать больше 100 моделей. Если в прошлый раз я моделировал кубики, можно сказать, наугад, и когда собирал модель, мне приходилось местами сильно редактировать геометрию, сейчас я нашел информацию о размерах стандартных кубиков и ориентировался на них. Основная деталь в серии Техник — этот кубик, и так как у меня под рукой был настоящий конструктор, было проще рассчитывать размеры для других деталей. Эти кубики в наборе содержат разное количество отверстий, и я использовал модификатор массив, для которого указал капсы, модель с которой массив начинается и который заканчивается. Для изменения количества сегментов теперь можно просто менять количество элементов массива. В начале проекта, честно сказать, меня слегка ужасало количество работы и деталей, которые нужно было создать, но цель была в том, чтобы собрать неотличимую от настоящей лего модель. Спустя несколько дней работы я доделал все детальки в наборе. Часть одинаковых моделей покрасил, другую часть клонировал, и все получилось. Пришло время сборки. Как и в предыдущем проекте, я скачал инструкцию от оригинальной модели и начал собирать ее точно так же, как если бы все эти детальки лежали передо мной на столе. Я решил не создавать анимацию самой сборки, потому что в прошлый раз я потратил на нее слишком много времени и сил. Но в это же время мне пришла в голову идея, что машинки могут соревноваться, врезаться и терять детали по пути. Так как каждая деталь была отдельной моделью, сделать такую анимацию было не так уж и сложно. Это непередаваемое чувство, когда набор рандомных кубиков вдруг приобретает очертания машины или какого-то механизма. В этот раз я совсем немного подгонял детали друг под друга, и это сильно облегчило мне жизнь. В самом начале я хотел, чтобы все детальки выглядели гладкими с легкими скосами на углах, как у настоящего конструктора. Кто занимается 3D, знает, что такого эффекта можно достичь с помощью модификатора Bevel. Для рендера фотографий модели, может быть, это подойдет, но вот для динамичного видео не очень. Кроме того, что Bevel сильно увеличивает количество полигонов в сцене, эти скругления при проигрывании анимации вообще не будут заметны. И забегая вперед, скажу, что когда я полностью собрал модель, мне пришлось искать способ, чтобы удалить модификатор Bevel на всех моделях в сцене в один клик. Но сделать это стандартными способами просто нельзя. И мне помог один крутой способ. Я использовал безграничные возможности Blender и написал такой скрипт из одной строчки кода. Достаточно выделить нужные объекты, указать название модификатора, который вы хотите удалить, и выполнить код в консоли программы. Наконец-то я полностью собрал модельку, и, по-моему, уже сейчас она выглядит очень круто. Мне оставалось добавить несколько деталей по типу полосок на крыше и дверях, задние стекла и, конечно же, фары, которые по моей задумке тоже будут участвовать в анимации. Последние штрихи — шильдик на передней панели с названием моего канала и логотип Ford
скорость позади, неотъемлемая отличительная особенность Shelby. Совсем скоро машина поедет по трассе, сметая все на своем пути, ну а пока мне нужно было создать для нее противника. Я просто скопировал все созданные модельки и поменял салатовый цвет на синий. Вот так в пару кликов можно создать целый автопарк. Отличное место для гонок на выживание, гоночный трек без лишних машин. Так как главные герои собраны из лего, то и трасса, пусть и немного, но должна походить на игрушечную. Я не стал моделировать каждый элемент так, как будто он сделан из конструктора, но попытался сохранить общий стиль. Кроме газонов и разметки, я создал стойки с фонарями и трибуны с креслами, где в лучшие времена разместятся зрители, а текстуру трека настроил так, чтобы она походила на асфальт. Для создания освещения сцены, как и для многого другого в 3D, есть огромное количество разных вариантов. Можно добавить HDRI-карту с готовыми источниками света, расставить источники по периметру или использовать такой нод. С помощью нехитрых манипуляций вы получите нужное освещение, которое очень даже будет походить на настоящее. Я еще некоторое время потратил на то, чтобы трасса была чуть более насыщенной элементами. Добавил разметку финишной прямой, покрасил стойки с фонарями, а фонарям настроил свечение. Построил несколько боксов для машин и смоделировал еще много других мелких объектов. Большинство из них будут видны где-то на задних планах и размыты глубиной резкости, но все-таки помелькают в видео. Чтобы заставить передвигаться машину в Blender, как вы могли догадаться, есть несколько способов. Самый удобный и правильный, на мой взгляд, создание рига. Моделлер указывает расположение колес и центра кузова, а программа сама создает скелет для всех оставшихся элементов. Передвигая несколько направляющих, вы можете показать реакцию кузова машины и колес на торможение, ускорение, столкновение и так далее. Это не полностью автоматический способ, но оттого не менее удобный. Можно сказать, что только сейчас начинается то, ради чего я затеял весь этот проект – создание анимации. Недостаточно просто смоделировать машины, трассу и настроить риг. Без анимации просто не будет никакой магии. В своем видео я хотел рассказать маленькую историю, а не просто показать, как круто машины гоняют по кругу. А чтобы эта история была понятна зрителю, нужно было поработать над движением машин, камер и даже глубиной резкости. Насколько мне удалось это сделать, судить только вам. И прямо сейчас я хочу показать вам то, что у меня получилось. Чем больше я изучаю 3D, тем больше понимаю, что знаю про него совсем мало. Всегда есть куда расти, и рост для меня заключается в поиске того, чего я никогда раньше не делал. Ставьте невыполнимые цели, и после их неожиданного для себя завершения вы будете счастливее себя прежнего. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять Polyroad в списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.